Карен, поздравляю. Давай начнем с конца. Было непросто. Как тебе удалось справиться? Ну, опять же, не без приключений. Конечно, идеально было бы закончить матч с двумя брейками, удержав свою подачу, и все было бы отлично, но немножко, да, нервишки потрепал и себе, и всем. Ты не играл с Каспаром почти 3 года. Тогда он дважды тебя обыграл. Что сегодня было по-другому? Ну, 3 года прошло, не знаю, может быть, другие условия, другой корт. То есть, да, мы играли на US Open в Америке, как раз в полуфинале. Смог тогда выиграть у него сет, но не выиграть матч, к сожалению. Но, наверное, условия здесь быстрее, то есть были немножко в мою сторону. Опять же, все зависело от того, как смогу держать свою подачу, как сыграешь сфокусированно на приеме, то есть будут ли шансы, сможешь ли их реализовать. Ну, то есть очень много факторов, которые должны были сыграть, поэтому обыграть такого соперника я очень рад, особенно в первый раз. Правильно? Первый раз? По-моему. Да. Ну вот, в первый раз, значит. В начале турнира ты сказал, посмотрим, как пройдет смена покрытия. А теперь ты в четвертьфинале. Теперь можно сказать, что это было успешно? Ну, неплохо, так скажем. Пока что неплохо. Пока еще в турнире бессмысленно делать какие-либо выводы. То есть, в любом случае, да, у меня уже было 3 матча, за которые я выиграл, за моими плечами, поэтому будет еще одна возможность. Это самое главное, наверное, как раз вот то, что я говорил до турнира, чтобы набирать форму, вот эта смена покрытия и вот вливаться в турнир, потому что эти мастерсы и американская серия достаточно длинная. То есть, иногда, если, там, к сожалению, проигрываешь рано, у тебя там, не знаю, опять 10 дней для тренировок, но ты не дома, ты здесь в Америке, то есть и вот хочется на этих турнирах, опять же, проходить как можно дальше, чтобы особенно, готовиться автоматически уже к следующему турниру. Поэтому и к итоговому турниру этой серии, это US Open, соответственно. Ты вышел в свой первый четвертьфинал Мастерса в этом году и теперь сыграешь с Алексом Микkelсоном. Мы помним твой тяжелый матч с ним в Австралии. Как бы ты описал его, как игрок? Ну, он, типичный американец в каком-то смысле. Хорошая подача, хороший удар слева, бьет плоско. То есть тогда в Австралии, опять же, он сыграл по многим показателям, наверное, лучше меня. То есть просто, так скажем, по уровню я недостаточно хорош был в том матче. Поэтому надо будет сделать выводы. Условия, конечно, отличаются от Австралии, хоть мы играем на харде. Опять же, другая часть сезона, мы оба уже в разной форме, поэтому надо будет подготовиться и постараться взять реванш. Удачи. Спасибо.